Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую маленькую салфеточку. Коллекция малышек у меня пополняется. Эти салфеточки мы вязали в предыдущих видео. Все они очень нарядные, красивые. Ну, еще несколько штук. Сегодня будем вязать вот такую салфеточку. Связана она также по описанию Патрисии Кристоферсон, как вы уже знаете. Мое увлечение вязать эти маленькие салфетки. Вяжу их для отдыха. Очень нравится их вязать. Размер этой салфетки у меня получился 15 сантиметров. Много интересных элементов. Здесь и кластеры, и сплиты, и рельефные столбики. И вот такой ряд бусинок очень красиво смотрится. Красивая кайма, вот такие гребешки будем с вами провязывать. В этом видео все подробно разберем. Каждый столбик, каждый элемент. Так, ниточки сейчас я отрежу. Только сейчас сняла ее с блокировки. Так. Схема состоит из 15 рядов. Это хороший видеоурок, мастер-класс для начинающих. Как раз разберем все виды столбиков. Много интересных очень элементов. Но салфетка, конечно, это шедевр, загляденье. Сама смотрю, как можно было придумать столько красивых вот столбиков. И все вплести в одну салфетку. Все очень гармонично смотрится. И, как ни странно, ничего лишнего. Красота. Если вам понравилась эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Спасибо, что не пропускаете рекламу, смотрите ее, я это вижу, мне это помогает. Ссылки на мастер-классы, на видео по этим салфеткам я оставлю в описании, в инфобоксе под этим видео. Можете перейти по ним и также связать, если еще не вязали, и вот такие очаровательные салфеточки. Так, ну давайте приступим к работе. Вязать эту салфетку я буду из ниток Анна 16. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема. И в кольцо хвостик мы сразу обвязываем. Провязываем 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу поплотнее их укладываем, чтобы все поместились. 6. Вот этим хвостиком можем их сдвинуть, уплотнить. 7, 8. Все, вяжем самостоятельно 30 столбиков и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик без накида и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Это первая ножка сплита. Далее накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом не до конца.
накид. И третья ножка у нас в следующий столбик. Столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Провязали начальный сплит из 3 столбиков с накидом. 3 воздушные петли арка 1, 2, 3. И снова сплит из 3 столбиков. Делаем накид. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда мы провязывали последнюю ножку предыдущего сплита. Столбик с накидом не до конца. Накид. В следующий столбик вторая ножка. Накид. И в следующий третья ножка. 4 петли на крючке, закрываем. Сплит готов. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арка. И снова делаем сплит. Первая ножка в тот же столбик, куда последняя ножка предыдущего сплита. Накид. Вторая ножка в следующий столбик. Накид. И третья ножка в следующий столбик. 4 петли, закрываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда. Провязали 14 кластеров, арка из 3 воздушных петель, и нам нужно сделать последний 15-й кластер. Итак, первую ножку провязываем в тот же столбик, куда и последнюю ножку, вторую ножку в следующий столбик, а третью ножку последнего кластера провязываем в тот же столбик, куда вязали первую ножку, вот 2 воздушные петли, откуда у нас выходит, начального кластера. Четыре петли, закрываем. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арка, и соединяем вершину начального кластера соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 1 воздушная петля подъема и 2 столбика без накида в эту арку. 1, 2. Давайте пометим сейчас последний столбик. Вот я приготовила отрезок нитки, кусочек. Просто привязываем к этому столбику. Это нам понадобится потом при дальнейшей работе. Помечаем. Туго не привязываем, чтобы потом легко снять его, вот этот кусочек. Так. Далее в эту же арку, куда мы провязали 2 столбика, еще 1 столбик без накида. Итого 3 столбика у нас в этой арке. Переходим к следующей арочке, и в нее также провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В следующую арку 3 столбика без накида. Итак, вяжем по кругу, обвязываем арки по 3 столбика в каждую. И встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 столбика без накида и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида, но делаем его за заднюю стенку. Вот у нас петелька состоит из 2 половинок, передняя и задняя. Делаем соединительный столбик за заднюю половинку. Вот так. Третий ряд у нас готов. У нас 15 арок по 3 столбика, 45 столбиков без накида. Вяжем 4 ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. В следующий столбик также за заднюю половинку столбик с накидом. Накид. В следующий столбик также провязываем за заднюю половинку
столбик с накидом, провязали 3. Далее 1 воздушная петля арка. Переходим к следующей группе из 3 столбиков и также за заднюю дольку 3 столбика с накидом. 2, 3. Провязали 3 столбика, 1 воздушная петля арка. Снова 3 столбика с накидом. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю группу из 3 столбиков с накидом, 1 воздушная петля арка и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 4-й ряд у нас готов. У нас 45 столбиков с накидом и 15 арок из 1 воздушной петли. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Далее делаем накид. И вокруг следующего столбика с накидом вяжем кластер из 3 столбиков с накидом, передний лицевой. Заводим крючок спереди назад вокруг следующего столбика с накидом. Подхватили рабочую нить, вытянули. Закрыли 1 накид, 2 петли, накид. Сюда же вводим крючок еще раз под этот столбик, вытянули ниточку и протягиваем рабочую нить через 2 петли на крючке. 3 петли, накид и 3-й раз вокруг этого же столбика заводим крючок, подхватили ниточку, закрываем накид, 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с 1 накидом. Накид. В следующий столбик с накидом провязываем столбик с 1 накидом обыкновенный, за 2 дольки здесь мы уже провязываем. Так. И теперь у нас идет сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида, вставляем крючок, нашу отметку мы убираем. В этот столбик сейчас мы будем провязывать первую ножку сплита. Запомнили этот столбик? Вот. Вот за переднюю дольку его провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Один, 2, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика. Вот передние дольки отсчитываем 1, 2 и в следующую также вставляем крючок, провязываем вторую ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли, закрываем. Вот такой сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Так. Теперь столбик с накидом в следующий столбик с накидом. Вот у нас группа из 3 столбиков. В первый из них провязываем столбик с накидом. Вокруг следующего среднего провязываем кластер из 3 столбиков, передний лицевой. Вводим крючок спереди назад. Первый столбик, второй, 3, 4 петли, закрываем, накид, в следующий столбик с накидом, столбик с накидом обыкновенный, и снова вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами.
Делаем 2 накида. Первый шаг мы делаем первую ножку в тот же столбик, куда мы провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Я вот так сверху сделаю, ставлю, мне так удобней. Два накида, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий также за переднюю дольку провязываем вторую ножку. Закрываем 3 петли на крючке, накид, переходим к следующей группе из 3 столбиков и также в первый вяжем столбик с накидом обыкновенный, вокруг следующего также кластер из 3 столбиков, вот такой у нас объемный, рельефный он получается. Вот. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Провязали последний сплит из 2 столбиков с 2 накидами и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 5-й ряд у нас готов. У нас получилось 60 столбиков всего по кругу. Вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема и в этот же столбик без накида. В следующий столбик 2 столбика без накида. В следующие 2 петельки по одному 1, 2. Вот в сплит мы провязываем. И вот этот столбик давайте пометим также ниточкой. Последний, который мы сейчас с вами провязали. Если есть маркер, можно маркером отметить. Так. Продолжаем. Теперь столбик без накида. Сюда же в этот сплит еще 1. И в следующие 3 петли по столбику. 1, в следующий 1 и в следующий 1. Далее идет сплит, в него 2 столбика. Следующие 3 по одному. 1, 1, 1. В сплит 2 столбика без накида. 1, 2. Снова 3 по одному. 1, 1, 1. Далее 2. Так, вяжем по кругу, чередуем 3 по одному, прибавочка. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик без накида, прибавочка в сплит, и делаем соединительную петлю за заднюю дольку, за заднюю половинку первого столбика без накида. 6-й ряд у нас готов. У нас получилось 76 столбиков без накида. У нас здесь 16 прибавочек. Вяжем 7-й ряд. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение, также за заднюю дольку. И в каждую петельку по кругу провязываем по столбику без накида за заднюю половинку. Подхватываем 1 ниточку. И у нас также получится 76 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда.
Провязали последний столбик без накида и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида за обе дольки. 7 ряд у нас готов. Ну, что у нас получается? Вяжем 8 ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик провязываем столбик без накида. Провязали начальный столбик. Далее 2 воздушные петли, арочка 1, 2, пропускаем столбик в следующий столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем в следующий столбик без накида. 2 воздушные, пропускаем столбик без накида. Все, продолжаем вязать арки из 2 воздушных петель и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Соединили. 8 ряд у нас готов. У нас получилось 38 столбиков без накида и 38 арок из 2 воздушных петель. Вяжем 9 ряд. 1 воздушная петля подъема. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик. Теперь столбик без накида в следующую арку из 2 воздушных петель. 2 накида. И в отмеченный столбик, вот за переднюю дольку, провязываем столбик с 2 накидами. Все, ниточку мы можем этот маркер убрать. Сейчас я иголочкой подцеплю, сниму. Так, провязываем столбик с 2 накидами. Теперь следующий столбик без накида. В эту арку мы провязали столбик без накида. Вот следующий столбик, но работаем за столбиком с 2 накидами. Его сюда вперед мы немножечко отвернем и в столбик провязываем столбик без накида. В следующую арку столбик без накида. 2 накида. Пропускаю следующий столбик от 6 ряда и в следующий за переднюю дольку также провязываем столбик с 2 накидами. Передний лицевой. Теперь столбик без накида в следующий столбик без накида. И в следующую арку из 2 воздушных петель столбик без накида. 2 накида. Снова пропускаем столбик в 6 ряду. В этот мы провязывали предыдущий столбик с 2 накидами. Этот пропускаем и в следующий. За переднюю дольку подцепили ниточку. Провязываем столбик с 2 накидами. Столбик без накида в следующий столбик без накида и в арку столбик без накида. Вот что у нас получается. Сейчас нитку я сниму, чтобы она не отвлекала. Все, она нам уже больше не нужна. Вот так. Все, продолжаем вязать по кругу. У нас вот такие косые рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний рельефный лицевой столбик с 2 накидами и делаем соединительную петлю
в вершину начального столбика без накида. Соединили. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10. 1 воздушная петля подъема. В этот столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по столбику без накида. У нас получится здесь 114 столбиков. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик без накида и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. 1 воздушная петля подъема. В этот столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Теперь делаем 2 накида и в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. Нам этот столбик нужно вытолкнуть вперед, так, чтобы шишечка, этот бугорочек был на лицевой стороне. В следующий столбик провязываем столбик без накида обыкновенный. Вот эта бусинка у нас на лицевой стороне так и остается. 2 накида. Следующий столбик с 2 накидами и также выталкиваем вперед его. Вот, провязали и вот так делаем его выпуклым, чтобы он не западал вовнутрь, а был на лицевой стороне объемным. Следующий столбик без накида. Снова 2 накида в следующий столбик с 2 накидами. Столбик без накида. Предыдущий вот столбик мы также его на лицевую сторону выталкиваем. Так чередуем столбик без накида, столбик с 2 накидами. В крайнем случае можно будет их вот так подправить немножечко и вытащить, если какой-нибудь столбик западет. Вот так они у нас получаются, вот такие объемные. Все, продолжаем вязать. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с 2 накидами и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Соединили. Вот что у нас получается. Вот такой красивый ряд бусинки. Вяжем 12 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, в следующий столбик с 2 накидами столбик без накида, в следующий столбик без накида, столбик без накида, в следующий столбик без накида. И так вяжем по кругу. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. Провязали последний столбик без накида в столбик с 2 накидами и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 12 ряд у нас готов. У нас получилось 114 столбиков без накида. Вяжем 13 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик,
провязали начальный столбик, 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем следующий столбик и в следующий вяжем столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем столбик без накида. Так, вяжем по кругу. У нас арки из 2 воздушных петель и должно получиться 57 арочек из 2 воздушных и 57 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 2 воздушные петли и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14 ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку, 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в эту же арку. Провязали начальный столбик, далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, в следующую. Так, вяжем по кругу. Здесь у нас арки из 3 воздушных петель. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее для ее формирования мы провязываем столбик с накидом, сделали накид, вершину начального столбика без накида. Вот такая арка у нас последняя. 14 ряд у нас готов. У нас 57 арок из 3 воздушных петель. Вяжем последний 15 ряд. Делаем 1 воздушную петлю подъема в эту арку, которую мы образовывали, провязываем столбик без накида. Далее пико из 2 воздушных набираем 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем вершину столбика последнего без накида соединительной петлей. Вот такой пико. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик без накида. Так, теперь столбик без накида в следующую арку. И делаем гребешок. Две воздушные петли, вершину последнего столбика без накида, столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же вершину последнего столбика без накида, второй столбик с накидом не до конца, 3 петли закрываем, далее пико из 2 воздушных, 1, 2, и соединяем, вот вставляем крючок под 3 ниточки, вершину вот этого кластера. Соединили. Далее 2 воздушные, 1, 2, накид, и сюда же вот под 3 нитки, вершину кластера, провязываем еще 2 столбика с накидом, но не до конца. Первый провязали и второй. 3 петли закрываем. Вот что у нас получается. Так. Теперь в следующую арку столбик без накида. В следующую арку провязываем такую же комбинацию, как мы делали в начале ряда. Итак, в следующую арку столбик без накида, пико из 2 воздушных,
И еще один столбик без накида сюда же, в эту арку. Столбик без накида в следующую арку. И снова делаем вот такой гребешок. Давайте вместе еще раз его сделаем. 2 воздушные петли, 1, 2, накид. Вершину последнего столбика без накида провязываем первый столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же вершину второй столбик с накидом не до конца. 3 петли закрываем. Далее пико из 2 воздушных, 1, 2, вершину этого кластера провязываем соединительный столбик. И еще один кластер, такой лепесточек, 2 воздушные. И в вершину первого кластера провязываем также 2 столбика с накидом не до конца. Первый, накид, и сюда же второй. Закрываем. В следующую арку столбик без накида. В следующую арку теперь вяжем столбик без накида, пико из 2 воздушных и еще один столбик без накида сюда же, в эту арку. Столбик без накида в следующую арку, и дальше у нас идет такой же гребешок. Вот такая красота у нас. Все, обвязываем по кругу самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний гребешок, делаем столбик без накида в следующую арку и соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Хвостик можно отрезать. Сейчас прячем кончик нити и ставим нашу салфетку на блокировку. Если у вас нет такой возможности, можно просто ее увлажнить и разложить на ровной поверхности. Расправляем каждое пико. Вот такая маленькая салфеточка у нас с вами получилась. Посмотрите, какая она красивая. Вязать ее интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!